Так лучше? Всем привет, мы в Сочи. Долго мы сюда ехали, несколько дней. Причина нашей долгой дороги — это поломки. Первая поломка случилась через 100 километров после выезда. Выехать мы хотели, как обычно, в 7 утра, но выехали в 12. Поэтому поломка застала нас через 2 часа на трассе М4. Просто заглох и перестал заводиться. В ту же секунду за нами остановилась машина аварийного комиссара, поскольку дорога платная, и он предложил нам свою помощь. Взял нас на буксир и отвез в безопасное место, в соседний сугроб около автобусной остановки. После чего мы вызвали эвакуатор. Приехал эвакуатор, отвез нас обратно в сторону Москвы, так мы оказались в Домодедово. Мы провели 5,5 часов, пытаясь найти причину нашей остановки. В итоге все оказалось в низком качестве соединений, потому что машина старая и провода начинают уже сами отваливаться. Наш план доехать до Воронежа уже несбыточен, и решили мы доехать до Ельца. Елец оказался приятным, милым городком, похожим на Коломну. Также много старых зданий, купеческих домов. А еще Елец находится на реке Быстрая Сосна. Наш план был доехать до Ростова-на-Дону. На подъезде к Ростову были отвратительного качества дороги. Я насчитал порядка 10 машин с пробитыми колесами, которые стояли по обочинам и ждали помощи или пытались починиться самостоятельно. Проведя в дороге весь день, вечером мы въехали в Ростов-на-Дону и оказались в домашнем отеле со странным видом из окна, на какие-то избушки и полумрак. А в Ростове до этого я был только проездом. И наконец-то получилось посетить центр города, посмотреть старые здания. Позавтракав в центре города, мы посмотрели на местный собор и отправились в дорогу. Сегодня нам предстояло доехать до дома в Сочи. Начало дороги от Ростова было очень хорошим, температура воздуха стала интенсивно повышаться, и снега на дороге становилось все меньше. А это значило, что машина перестает пищать и меньше проблем с электрикой. И через несколько часов мы въехали в дождь, и опять начался снег, и все стало на свои места. Мы снова стали терять мощность двигателя. Среди прочих нюансов, которые нас постигли в этой поездке, был постоянно горящий индикатор давления масла. Уровень масла оставался хорошим, и я подумал, что барахлят просто датчики из-за сырой погоды. Но, тем не менее, машина справилась, и мы добрались до Сочи уже поздно вечером, и довольные завалились домой. Странный голос, да, ведь?